Алиса, стоп. Добрый вечер. Все, кто меня видит, и все, кто меня слышит. Как обычно, у нас по пятницам прямой эфир. Меня зовут Егор, фамилия Бугаенко. Я программист, немного менеджер, немного инвестор в IT-проекты, немного open source программист и, наверное, немного философ, хоть и программист. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Главная моя цель – это быть вам полезным в вашей карьере, в вашей работе, в ваших проектах. Чем-то наверняка я могу вам какую-то пользу принести. Один вопрос мы оставляем на конец нашего эфира, который длится 1 час. Вопрос это будет философский. Все остальные вопросы могут касаться менеджмента, программирования, архитектуры программных систем, всего, что вас волнует, карьеры в IT в том числе. Итак, первый вопрос задает нам Крис. Каково мое отношение к женщинам и как женщину правильно воспринимать? О чем с ней стоит говорить, а о чем нет? Что думаете про брак? Возможен ли брак длиной в жизнь? Крис, я думаю, что этот вопрос можно сразу определить как философский и поставить в конец нашего эфира, потому что я сходу не готов, мне нужно немного разогреться перед тем, как я смогу на этот очень провокационный вопрос ответить. Идем дальше. Каким должен быть первый шаг после того, как осознал, что весь твой код никуда не годится, и программист из тебя никудышный, чтобы встать на путь истинный? Думаю, что нужно начать изучать Agile и становиться менеджером. Но это, конечно, шутка. Наверное, это будет, очевидный ответ, но мне кажется, что когда вы понимаете, что ваш код никуда не годится, вы в этот момент, собственно, и открываете дверь в новый этап своего развития, своей карьеры. Вы понимаете, что впереди много чего. Многие программисты не попадают в эту точку. Многим программистам непонятно, какой у них код. Они не отдают себе отчет относительно того, что они пишут и как это выглядит, и хорошо ли это или плохо. Они имеют очень скудную обратную связь от реальности, которая их окружает, от работодателей, от коллег, от систем, с которыми они работают. Они просто не знают, что они программируют. Оно что-то работает, заказчик вроде бы что-то принимает, начальство ему вроде бы платит зарплату, коллеги вроде бы с ним как-то уживаются, но все это крайне нестабильно и необъективно, наверняка. Но люди с этим живут и не понимают. Если у вас появилась возможность себя оценить, и вы смогли найти источник обратной связи в сторону себя, то это же здорово, замечательно, радуйтесь этому. Дальше. Стоит ли делать вклад в open source на фоне политических историй? Сильно задела история с Линусом, когда российских программистов удалили из списка разработчиков ядра Linux. К сожалению, я не смогу вас обнадежить. У меня такие же мысли, как у вас, такие же опасения. Мне тоже кажется, что как будто бы можно прекратить делать коммиты в GitHub и строить какой-то open source, ожидая, что это будет всеобщим достоянием всего человечества. Возможно, что это будет достоянием только части человечества, и очень вероятно, что не самой опытной, не самой профессиональной, не самой крупной даже части этого человечества. Наверное, стоит делать вклад в свой собственный open source. И я в основном этим занимаюсь. Я не очень люблю и не очень умею писать что-то в чужие проекты. У меня не получается это делать. Я некомфортно себя чувствую в большинстве команд open source проектов, потому что вижу, что там многое не так сделано, как мне кажется правильным. А слушать меня
особо никто не хочет. И тратить месяцы и сотни человека часов на то, чтобы убедить эту группу в том, что нужно писать по-другому, у меня не получается, и я просто делаю свое. У меня было много попыток кому-то что-то объяснить, но они по-другому воспитаны, у них другие стандарты качества, у них другое понимание объектно-ориентированного программирования. Поэтому я пишу зачастую свои проекты, и в этом случае меня ситуация политическая мало волнует, потому что какая бы она ни была, все равно мой проект останется моим проектом, даже если его, например, заблокируют на GitHub, я перенесу его на какой-нибудь Gitverse или что-то подобное, ну и буду жить там. Наверное, этого не произойдет все-таки, я более чем уверен, но к этому я готов. Дальше. На что вы обращаете внимание при просмотре кандидатов и других open-source разработчиков? Я обращаю внимание на то, как качественно и красиво они оформляют свои проекты. Если ко мне приходит программист и показывает свой GitHub аккаунт и этим пытается меня убедить в том, что он хороший программист, а так сейчас делают многие и правильно делают, то я, попадая в GitHub аккаунт, я не пытаюсь вчитаться в алгоритмы, которые там реализованы. Я не пытаюсь разобраться в том, как именно он программирует на Python, используя какие функции. На это просто нет времени, и мне это мало интересно. Я смотрю на визуальную подачу его проектов. Если у него грамотно, логично, красиво представлены его работы в виде readme файлов, в виде документации, коду, в виде структуры репозитория, то для меня это сигнал о том, что человек хороший программист. Я думаю, что в общем случае в нашей профессии, а может быть даже не только в нашей профессии, форма первична, содержание вторично. Пускай это звучит, может быть, для многих контринтуитивно, но для меня это именно так. Если вы не можете оформить, если вы не умеете правильно преподносить свою работу, если у вас предложение не строится лаконично, если у вас не получается абзац за абзацем изложить свою идею в виде readme файла, то, скорее всего, вы такой же и программист. Скорее всего, у вас и код так организован. Скорее всего, у вас и архитектура такая дефективная, с которой потом будут проблемы. Сначала учимся оформлять. Сначала делаем так, чтобы было приятно это взять в руки. Потом уже думаем о том, как это будет внутри работать, какие конкретно алгоритмы будут реализовывать. И это противоречит многим школам программирования. Все, мне кажется, олимпиадное программирование, о котором мы много раз говорили, оно, мне кажется, исповедует противоположную философию. Сначала содержание, а потом форма. Сначала мы сделаем так, чтобы наш код работал, и мы победили в соревновании и прошли тесты, а потом мы подумаем, как это вообще оформлять, или, может быть, даже не оформлять, а отдать это кому-то, пускай они оформляют. Мне сегодня попалась на глаза, и прочитал я статью, профессор Шалыта написал, я под видео дам ссылку, где он в очередной раз критикует безграмотность многих айтишников. Безграмотность в области формулировок, в области написания текстов, в области подачи своей мысли. И он это делает уже не в первый и не в 10-й раз, мне кажется. Он много об этом написал, и он прав. Он прав в том смысле, что мы не умеем доносить свою мысль, мы не умеем представлять свою работу. Мы просто безграмотны в области формы. В области содержания мы как-то вроде бы справляемся, потому что системы вроде бы работают. Но вот как они работают и чего нам стоит сделать их работоспособными, на это во многом указывает наша грамотность либо безграмотность в области формы. Сюда можно отнести и
бесконечные PowerPoint презентации, которые мы тоже не умеем рисовать. Мы тоже их безграмотно делаем. Туда же можно и диаграммы в эту же корзину сложить, которые мы тоже во многом не умеем чертить, рисовать и презентовать. Вот думаю, что я ответил на ваш вопрос, на что я обращаю в первую очередь внимание. Сфокусируйтесь на этом, обратите на это внимание. Ваш код – это хорошо, ваши технологии и умение работать с фреймворками определенными – это вы поставите в резюме, это хорошо. Но если вы выглядите хаотично, если вы выглядите неряшливо, если ваши проекты выглядят небрежно, то такой вы и программист в моих глазах. Может быть, есть другие работодатели, которым все это не принципиально, и они считают, что программист – это существо, которое лишено эстетического вкуса и понимания прекрасного. Ну, может быть, они есть, но тогда вам с ними работать. Мне форма важнее. Дальше. Собеседуюсь на позицию, на senior и middle плюс позиции, спрашивают, как развиваюсь, упоминаю посещение ваших лекций в вышке, это моих лекций. Людям нравится. А какие источники развития используете вы, меня спрашивает Артем. Я использую те же источники, те же лекции. Очень многое в моих лекциях было подготовлено ради лекций. Я узнал очень много, пока к ним готовился и продолжаю готовиться. У меня не было такой в голове моей систематизации знаний, как она имеется сейчас после подготовки к лекциям. И я хочу еще какие-то курсы лекций подготовить. Мне кажется, что я потихоньку к этому созрел. Мне хочется сделать курс лекций по тестированию на базе книги последней, которую я написал, Angry Tests, и в университете ее, в каком-то из университетов прочитать. Мне кажется, это будет полезно. И когда я буду ее готовить, то я сделаю еще более глубокий анализ предмета, потому что мне придется студентам говорить что-то, что требует доказательств. Со студентами такая история, они ожидают мои мысли, подкрепленные определенной логикой. И чем больше я с ними общаюсь, и чем больше я им рассказываю на лекциях что-то, тем больше я чувствую, что это самое, наверное, важное. Не сила голоса, не красота презентации даже, не уверенность в своих словах, даже, может быть, не примеры, а стройность доказательства того, что я говорю. Если я им говорю, например, что иммутабельные объекты лучше, чем мутабельные, то мне приходится тратить много усилий, чтобы найти необходимые доказательства. И готовясь к лекциям, я их нахожу. Больше, чем я даже нахожу их, когда пишу книгу или когда пишу посты на блоге, где можно достаточно эмоционально просто выразить свои убеждения. И на этом все. Вот я чувствую, что иммутабельность – это хорошо. Я приведу какие-то пару ссылок на пару книжек, а в остальном буду показывать свои примеры, показывать, как у меня это получается. А студенты ждут чего-то более фундаментального. Они ждут последовательности доказательств и выводов из них, которые приведут к мысли, что да, действительно, иммутабельный объект в целом лучше, чем мутабельный. Это я пример из одной из последних лекций, которая была, и где я испытывал трудности при нахождении этих самых доводов. Дальше. Интересно услышать ваши способы борьбы с психологическими проблемами. Что делаете с депрессией, апатией и подобными вещами, когда совсем опускаются руки? Ну, я ем сладкое, много сладкого. Ну, это шутка, конечно, я стараюсь не есть сладкое, но это, конечно, решает проблему. Если большой кусок пирога съесть, то, наверное, руки перестанут опускаться. Но если же это не решение для вас, то, наверное, можно попробовать поставить перед собой
задачу, проблему, которую не так уж сложно решить. И в этом случае меня частенько спасают те же open source проекты. Что-то не получается большое, где-то я зашел в тупик, я понимаю, что делал много месяцев и вот не пришел к тому, что хотел, у меня разочарование, я понимаю, что нужен новый виток, опять несколько месяцев борьбы, путешествия куда-то в неизвестность. Я могу остановиться и взять какой-нибудь маленький open source проект, который я собирался сделать, да все как-то руки не доходили. Он совершенно понятный, очевидный, потенциально полезный, но я его не сделал, потому что просто на это не было времени. Можно сесть за него с утра, потратить весь день на эту работу. К концу дня у вас будет рабочий проект, который будет выложен на GitHub, который будет в релизе, который будет красиво оформлен. У вас появится ощущение завершенности вашей работы. У вас появится удовлетворение от своего труда. И дальше с этим удовлетворением вы можете вернуться в крупную работу, и у вас будет такой некий рефреш самооценки. Она вернется к вам, вам вновь покажется, что вы чего-то достойны. Я так делаю. Мне в итоге кажется, что я что-то могу, у меня что-то получается, у меня получился, пускай маленький, но успех, и с этим ощущением успеха можно двигаться дальше. Руки опускаются от чего в основном? От отсутствия адекватной обратной связи. Вы плывете, а берега не видно. И в этот момент возникает паника. У вас не будет паники, если вы видите берег, пускай даже он далеко, в километре от вас. Но вы понимаете, что с каждым следующим грибком вы на полметра приближаетесь к берегу. Ну, еще нужно 1000 грибков или 2000 грибков, и вы там будете. А вот когда вы гребете, а берега нет, в этот момент у вас ощущение паники, руки опускаются, вы понимаете, что нужно утонуть. Хотя берег был, в общем-то, от вас не так уж и далеко. Нужно было просто его увидеть ваш прогресс, понять, что вы приближаетесь с каждым движением на полметра. Так же и в программировании. Вы не понимаете, куда вы идете. Вам начальник не говорит, хорошо или плохо вы работаете. Вам не платят денег больше от того, что вы сделали, и не платят меньше от того, что у вас не получилось. Вас неадекватно оценивают, вам не дают положительную или отрицательную обратную связь. Вы просто работаете, вы просто ходите в офис, вы просто живете. Так нельзя, от этого будет депрессия. Вы должны в постоянном быть контакте с берегом. Вы должны постоянно понимать, плывем мы туда или мы теряем дистанцию. Быстро мы плывем или медленно. И для этого очень может помочь небольшая задачка. Например, давайте, берег далеко, я его не вижу, я потерял его из виду, а давай-ка я доплыву до быка. Вот он рядом, буквально 10 грибков, и я буду там. Доплыл, буек, я остановился, отдохнул, супер. Берега все равно не видно. Все равно непонятно, куда дальше, но вы сделали небольшой проход, и у вас опять появилась уверенность в себе. Дальше. Применяете ли вы UML? И когда имеет смысл его использовать? Я его применяю частенько в презентациях. Когда нужно сделать PowerPoint презентацию, показать кому-то свое решение, то я стараюсь сделать это в UML. Я не люблю просто квадратики, я не люблю PowerPoint стиль, в котором кружочки, квадратики, стрелочки. Это то, что делают обычно программисты и архитекторы безграмотные, или те, которым необходимо с безграмотными менеджерами общаться. Они в итоге делают все разноцветными фигурками и разноцветными стрелочками, а потом на презентации во время доклада начинают рассказывать и объяснять, что красный квадратик у меня это вот это, а зеленый просто я зеленый цвет люблю. А стрелочки у меня здесь жирные, а здесь пунктирные, потому что жирные это значит, что они жирные, а пунктирные это другое, это пунктирные. Я стараюсь использовать UML, хотя это не всегда дает свой выигрыш, иногда это только ухудшает ситуацию и не помогает донести свою мысль, а наоборот мешает. Большинство людей не понимают, что такое UML, и не понимают, почему у меня все одним цветом, и не понимают, в чем разница между ассоциацией и наследованием на диаграмме, и почему эти стрелочки по-разному нарисованы. В реальной работе, в самих внутри проектов я UML не применяю, потому что не понимаю как. Время
инструментов, которые генерировали код из UML, вроде бы оно прошло. Вроде бы мы все уже поняли, что так работать не будет. Время, когда мы рисовали архитектуру в UML долго и мучительно, а потом садились за программирование, это время тоже вроде бы прошло. Мы все поняли, что надо сразу садиться и писать код. Не надо рисовать картинки, надо код делать таким, который будет автоматически сам о себе рассказывать, даже в том числе визуально. А генераторов из кода в UML, вроде бы их пока толком-то и нет. Таких, которые бы в интерактивном режиме с пользой для дела рисовали мне, что происходит внутри, и помогали мне, то как будто бы их... Ну, они наверняка есть, но такого практического применения я у них не видел. Дальше. Что вы думаете про вайб-кодинг и пробовали ли вы сами этим заниматься? Да, я каждый день этим занимаюсь. Я не могу уже представить себе программирование без Claude-кода, которым я пользуюсь. Он помогает, очень помогает. Но нужно понимать, в каких областях он помогает, а в каких лучше к нему не обращаться. Он помогает полировать код. Он плохо справляется с задачами написания кода, создания новых больших блоков кода. Он может помочь, когда уже все написано и необходимо дописать, необходимо доделать. Необходимо, допустим, из одного теста сделать 5 тестов, похожих друг на друга. Он с этим справляется. Или когда нужно массовые изменения сделать по коду. Я в одном месте поменял, сделал коммит, а потом говорю ему, сделай так же, как я сделал в последнем коммите. И он дублирует эти изменения на все остальные участки кода. А так, чтобы я сказал ему, вот у меня задача, нужна новая фича, пойди туда и сделай. Он сделает, но он так много нарушит внутри кода, он так много напишет некрасиво, что это неприемлемо для меня. Потому что, видимо, у меня стиль программирования отличается от общепринятого. А он же, как вы понимаете, он программирует так, как он научился, так, как он видел в большинстве проектов. А в большинстве проектов, например, используются комментарии внутри тела метода, используются пустые строки, используются длинные имена переменных. Эти все вещи я не допускаю в своих проектах, и мы не допускаем. Наш стиль программирования другой. А он навязывает свой. Его приходится постоянно обрывать, заставлять переписывать. Это больше в итоге времени уходит на все это, чем на то время, которое бы я потратил, если бы я сам написал. Ну и плюс мне нравится писать новый код. Мне нравится писать код, когда я создаю что-то. И мне совершенно неинтересно писать повторы. Уже один тест сделан, мне нужно написать еще 3 таких. Ну, это скучная работа. Или полировка. Полировку он делает вообще идеально. Он понимает нативный английский язык. Я часто ему даю задачу. Я даже запрограммировал команду внутри, tidy она у меня называется, которую я ему даю, и он, используя большой текстовый промпт, который я уже написал, он идет по моим файлам, текстовым, не текстовым, и проверяет, чтобы документация была правильно написана, без орфографических и грамматических ошибок, чтобы был Java-код блоки и всякие остальные блоки написаны правильно. Это у него получается идеально. Он находит опечатки очень хорошо, несоответствие, неконсистентность, когда в одном месте сказали что-то одно, и потом через полстраницы сказали по-другому. Он это видит и исправляет. Дальше. Как относитесь к кросс-ревью, когда разработчик кидает pull-request в чат, и его можно посмотреть кому угодно из команды, полная демократия. Причем такая, что почти всегда смотрит один и тот же человек, не давая другим, спрашивает Илья. Я всегда выступаю за строгую аллокацию задач на людей, за строгую персональную ответственность. Если такой ответственности нет, если мы не знаем, кто должен сделать задачу и с кого спрашивать, то это уже не менеджмент, это бардак и разброд и шатание. Если у вас такой формат, в котором каждый может взять и сделать ревью, а может не взять и не сделать, то это неуправляемая система. Может быть, она подходит для ситуации, когда у вас уже неуправляемость и бардак сверху спущен менеджментом. Допустим, менеджмент говорит, нам нужно, чтобы вы все тут сидели дружно и пили смузи и программировали. Куда вы напрограммируете?
плохо вы напрограммируете или хорошо, нам это не очень важно. Нам важно, чтобы вы все были единой командой, и вы все выглядели как команда. И очень часто именно такую задачу ставит менеджмент. Тогда в этом случае это прекрасная модель, кто-то кидает pull request, кто-то его ревьюет, все это происходит в каком-то таком демократичном режиме, никто ни за что не отвечает. Кому это нужно? Никому, всем нужно. Прекрасно, эта модель вам подойдет. Но если вы стремитесь, двигаетесь к цели, и вам нужно, чтобы вы быстро, четко, понятными перебежками добрались до цели, то вы должны четко ставить задачу человеку. Ты, Иванов, делаешь ревью. Не сделал ревью, передаешь другому, если не справляешься. У тебя на это 3 часа. Петров, ты взял, ты должен сделать. У тебя на это 2 часа. Если ты не сделал, то передаешь мне. Ну, такие четкие инструкции должны быть. Каждый отвечает за свою задачу. Дальше. Как людям следует подходить к выбору профессии, если основное среднее образование в СНГ и Азии сконцентрировано в большей степени на зарубежке, а не на развитии на зубрежке, а не на развитии исследовательского мышления? Ну, вы должны понимать, что большинство людей не будут исследователями. И их система образования готовит быть рабочими, инженерами, исполнителями, или, как бы сказать, реализаторами определенных алгоритмов, определенных процедур, которые уже написаны. Программисты немного отличаются от трубопроводчиков, допустим, от сантехников. Сантехник устанавливает раковину и делает это каждый раз по-разному. Но, в общем-то, он делает все одинаково. Он научился этому один раз и 30 лет подряд работает сантехником и установит сотни или тысячи этих раковин. Так и вы, как программист, вы напишите сотни этих контроллеров у себя в Spring Framework или сотни и тысячи DTO-шек нарисуете и формочек для них. И чем вы отличаетесь, чем мы, программисты, отличаемся от... И нас для этого и учат. Для этого мы ходим в институты и в школы, и нас тренируют этим заниматься. А вы говорите, а как быть исследователем? Исследователи – это небольшой процент от общей массы людей. И вам, наверное, для того, чтобы быть исследователем, нужно быть вне системы. Вне той системы, которая готовит всех вместе. Есть отдельная подсистема, которая готовит исследователей. Вам нужно в эту подсистему встроиться, вам нужно найти вход в нее. Найти тех людей, которые там занимаются исследованиями. Их не так много в России, к сожалению. Не так, чтобы у нас стоят университеты, и приходишь, поступаешь, и ты сразу попадаешь в исследовательскую среду. Это, к сожалению, не так. У нас большинство университетов готовят именно водопроводчиков. Потому что востребованы они на рынке. Потому что пойдите и посмотрите на кафедры, которые существуют в университетах, спонсируемые компаниями коммерческими. Даже имена не буду называть, но вы их знаете все. Крупные айтишные компании спонсируют кафедры внутри университетов. Посмотрите, кого они там готовят. Они спонсируют аспирантов, PhD. Крайне мало. Основной их интерес – это бакалавры, может быть, магистры. Им нужно получить кадры, им нужно получить людей, которые будут потом писать их приложения, автоматизирующие доставку стирального порошка. Для этого не нужны кандидаты наук, для этого не нужны исследователи, для этого нужны сантехники. И их готовят интенсивно и платят университетам, чтобы университеты готовили сантехников. Я сижу на приемных комиссиях, каждые несколько месяцев это происходит, например, в Вышке, Высшей школе экономики. И туда приходят люди с исследовательскими, в том числе проектами, с программными проектами. И основная беда, которая мне бросается в глаза, в том, что там крайне мало исследовательских компонентов. Там в основном реализация. Мы сделали систему Telegram-бот, с помощью которого можно заказать билеты на футбольный матч. Магистерский проект. Человек 6 лет отучился. Он должен быть магистром, то есть он должен магистром Computer Science. Он сделал Telegram-бота, чтобы он заказывал билеты на футбольный матч.
Понимаем, да, что это не исследовательский проект, это чисто сантехник, который показывает нам, как он научился унитаз ставить. А мы его 6 лет учили, чтобы он разбирался в новых материалах для изготовления унитазов, в новых принципах организации водооттока. Он не знает этого всего, он просто ставит унитаз и все, как ставили до него 20 лет подряд. Так что система в целом не ориентирована на то, чего вы от нее ждете. Нужно эту систему переориентировать, нужно ее улучшать. И этим занимаемся. Но это медленно, это все требует десятков лет, даже не просто лет. Дальше. Вы пишете книги и статьи. Сколько у вас времени уходит от начала до написания статьи, я так понял. Вы пишете текст статьи как код. Применимы ли ваши принципы к написанию текста? Ну, во многом я стараюсь писать статью, тоже исходя из вот этого принципа, который я вам рассказал в начале. Форма сначала, содержание потом. Хочется, чтобы то, что я написал, оно выглядело хорошо. Ну, может быть, для статьи это так трудно даже объяснить, что значит выглядело, но она должна быть... Она должна быть так подана, чтобы ее было вкусно есть. А уже что я там скажу, какие будут там конструкции объясняться, о чем там будет говориться, это как будто бы, мне кажется, второе, на что я обращаю внимание. Дальше. Что думаешь о солопренерах, которые 20 раз пытаются сделать продукт в соло, продажи, разработка, маркетинг, пока один из них не выстрелит до десятков, сотен долларов в месяц. Стоит ли пытаться? Солопренеры. Я первый раз слышу такое слово. Пытаются сделать продукт. То есть один продукт они делают. В соло имеется в виду он один человек, да? Продажи, разработка, он сам все делает. Потом у него не получается, и он выбрасывает и делает следующий продукт, да? Я думаю, если вы молоды и вам до 30, то это можно, наверное, этим заняться. Если вы уже бросили идею, самообразования и идею превращения себя в специалиста. Все эти пренеры, солопренеры, это, в принципе, барыги. Это как цыгане, они, в плохом смысле. Это люди, пытающиеся обыграть, обмануть систему и людей окружающих и найти слабое место в этой системе. Это может выглядеть как будто они ищут место для улучшения системы. Каждый из них вам это скажет. Он скажет, я вот вижу, что что WhatsApp, например, плохо работает. Я Telegram сделаю, потому что Telegram качественнее, и люди станут пользоваться. И будут правы. Действительно, у кого-то из них получается заполнить какую-то нишу, которая была пустая, и дать миру что-то хорошее. Но в массе своей это не так. Подавляющее их большинство делает не это. Подавляющее большинство ищет слабые места, где можно условно украсть. Только это не в форме воровства происходит, не в форме грабежа кого-то, а в форме такого, как цыгане. Они же не грабят вас на вокзале, они подходят и рассказывают вам, что дальняя дорога вас ждет. А вот если денег дашь, то дальняя дорога пройдет полегче. И ты как бы понимаешь, что тебя вроде бы не обманывают, он же тебя денег не просит, но не то, что не просит, он не заставляет тебя их давать, но ты начинаешь отдавать. Почему? Потому что у тебя внутри дефект определенный. У тебя грусть, у тебя неуверенность, у тебя депрессия. И он давит на это слабое место. Уверенный в себе, наполненный энергией человек не будет отдавать цыганам деньги. Он посмеется, улыбнется, даст 5 копеек и пойдет дальше. А человек, у которого боль внутри, вот по нему и бьют. Так и эти интерпренеры, солопренеры, они ищут в системе дырки и туда бьют. Можно этим заниматься, но как будто бы это не вызывает большого уважения. Лучше получить образование полноценное, такое глубокое, разобраться в какой-то одной проблеме, стать там специалистом, а потом понять, что есть вещи, которые заслуживают вашего внимания в долгую, на много лет, на 10, на 20. Жизнь свою вы готовы отдать за это дело, за эту проблему, за это улучшение
цивилизацией, которую вы хотите сделать. И им заниматься, не прыгать из проекта в проект, а бить в одну точку долго. И пускай у вас ничего не получится в конце жизни, но вы сможете прожить жизнь, не на вокзале, выдергивая из прохожих деньги, а прожить как человек, который убежден в том, что он делает, и ему хочется дать миру себя. Не оторвать от мира кусок, съесть его и брюхо набить и лежать на солнце, а отдать свой талант миру и получить в ответ признание. Либо, может быть, признание придет и позже, когда вас уже не будет. Но отдавая свой талант людям, вы будете получать полноценное удовольствие. Дальше. Почему пропали стримы на английском? Потому что подавляющее большинство аудитории говорит по-русски, вот решили перейти на русский. Элегантные объекты, второй том есть на русском языке или же это только на английском? Нет, второй том есть только на английском. И будет ли третий том? Третий том будет обязательно. Я думаю, что даже в ближайшие несколько недель я вам покажу первую главу, первый раздел. Это не глава будет, страниц 6-7 из третьего тома. И мне будет интересно ваше мнение услышать, как у меня получается или нет, интересно ли или нет то, что там будет, потому что там будет необычный весьма контент. Там будет рассказываться о том, какое должно быть объектно-ориентированное программирование на примерах языка EOLang, который весьма нетрадиционный, весьма экспериментальный. Зайдет ли вам такое программирование? Будет ли это полезно? Мы не пытаемся перевести вас на EOLang. Мы не пытаемся, я не пытаюсь в этой книге, в третьем томе, не буду пытаться из вас сделать программистов на EOLang. Такой задачи не стоит. Но на примере EOLang я попытаюсь натолкнуть вас на мысль о том, как в Java правильно делать. Я пытался это сделать в 2 предыдущих томах, показывая вам примеры на Java, но, видимо, не всегда так хорошо доходит. Хочется дать такой экстремальный пример, чтобы вы видели недостижимую утопию. И видя это расстояние между вашей текущей Java и тем, что на EOLang пишется, может быть, вы смогли бы вашу Java немного подвинуть в сторону этой утопии. Дальше. Как у вас получается с возрастом выглядеть лучше? Смотрю ваши выступления 8-летней давности, и кажется, что сейчас вы выглядите сильно лучше. Это вы меня не видели целиком. Я толстый. Я шучу. Спортом занимаюсь, не знаю как. Дальше. Как проходит твой обычный день? Как проходит? Проснулся часов в 6:30. Душ, зарядка, завтрак, компьютер открыл. Попытался посмотреть новости, посмотрел, что на гитхабе прилетело, какие тикеты. Исправил, починил, взял компьютер, вышел из дому, зашел в кафе. Я люблю с утра в кафе работать. Меня это концентрирует, и я первые час, 2, 3 часов до 11 работаю в кафе. Потом офис, в офисе работаю. Потом спортзал перед обедом, потом обед. После обеда опять работаем. Потом вечером бывает лекция, бывает стрим, вот как сейчас. В среду у меня лекция, иногда бывает еще по четвергам лекция, в пятницу стрим. Потом после стрима, после лекции еще поработать, потом посмотреть телевизор и лечь спать. Ничего необычного. Дальше. В первом томе Elegant Objects в конце главы 3.2.5 вы говорите, что идеальный ООП-язык будет иметь внутри объекта функции, а не методы, как микропроцедуры. Вот именно это мы и покажем в третьем томе. Я покажу в третьем томе. Я все время говорю мы, потому что над языком работаю не только я. Это совместное творчество, и я там принимаю участие частичное. Там есть ребята, которые работают куда более активно, чем я. Так вот, мы делаем язык, в котором именно так и есть уже сейчас. Внутри объекта другие объекты. Нет методов, нет функций, а есть объект внутри объекта внутри объекта. Понятие функции и процедуры отсутствует вообще. И для того, чтобы вам сделать объект сложный, то вы просто собираете 3 других объекта вместе. Все это получается как один объект. И
Получается, композиция объектов, его такая сборка воедино создает более сложные объекты. Подписывайтесь на телеграм-канал, я там размещу думаю, через неделю, может быть, 2, размещу первую секцию из книги Elegant Objects Volume 3. Она уже работает, я уже ее написал, она уже есть, и к ней уже существует программа на EOLang, которая иллюстрирует работоспособность тех концепций, которые изложены. Дальше. Почему основные парадигмы программирования были придуманы в 20 веке, и с тех пор нового ничего не появляется? Мы обречены на написание промптов в ИИ. Андрей, вы знаете, у меня такой же вопрос. Я тоже понимаю, что практически все было придумано, я бы не сказал в 20 веке, я бы сказал до 2010 года. Все было написано, все книги были опубликованы до 2010 года. Потом все как будто бы остановилось. Elegant Objects еще опубликовали в 2016 году. Это я шучу. Но до 2010 года все главные книги были написаны, и как будто бы после этого сказать уже особо нечего. И на базе этих книг, на базе этих решений и концепций мы и программируем, мы и строим свою работу. Видимо, мы обречены, я думаю, что вы правы. Да, мы будем писать промпты, а машинки научатся на этих книжках или уже научились, и будут в этой парадигме двигаться вперед. Может быть, что-то изменят языки типа EOLang. Мы, по крайней мере, надеемся на это. Мы делаем такой язык, который имеет новую парадигму программирования. И, может быть, в ней людям понравится программировать. Она, конечно, отличается от Java, C++ и подобных объектно-ориентированных языков. Но это наши скромные попытки. Мы, конечно, не определяем индустрию целиком. Дальше идем. Играете ли вы в видеоигры? Вы знаете, я категорически против видеоигр. Я считаю, что это что-то сродни наркотикам, алкоголю, никотину. И я когда-то, будучи в институте, я играл, да, так немножко в цивилизацию играл, в Counter-Strike мы немного играли. Но быстро стало понятно, что это мало чем отличается от пива, которое я не пью. И также я к этим видеоиграм отношусь. Мне кажется, что это недостойное какое-то занятие, которое только к деградации ведет человека, а не к его развитию. Многие говорят, хорошо, а зачем кино смотреть? Да? Вот сидишь вечером, смотришь кино. Я часто, бывает, почти каждый день смотрю минут по 20, по 30 какой-нибудь или сериал, или фильм. Это разве не деградация? Там оттуда что-то выносим мы из фильмов, из литературы, из фильмов, из театра. Мы делаем какие-то выводы для себя. Какие вы выводы сделаете из Counter-Strike? Это в чистом виде убитое время. Вы просто, я не знаю, сейчас играют в Counter-Strike или нет, но в те времена, когда мы играли, стрелялка, ходишь, стреляешь. Какие здесь... Это можно делать, но если ты уже совсем в каком-то полностью разрушенном состоянии, и мозги твои не работают, и ты хочешь просто... тогда, может быть, поспать лечь или пройтись, прогуляться по бульвару и мороженое съесть. Но не сидеть в эту кнопкой себя самоудовлетворять. Дальше. Думаете ли вы, что у IT-сферы в России есть будущее в плане прогресса, инноваций, учитывая, что с каждым годом отползание назад и окукливание все сильнее? Я не знаю, что такое окукливание, но что-то в этом есть, в том, что вы говорите. Я только не уверен, что идет отползание назад. Я думаю, что идет отползание вперед. Мы ползем вперед, безусловно. Но это, конечно, не те скорости. Совершенно не те скорости. Я абсолютно согласен, что мы сильно отстаем, и это отставание, оно огромное. Но вроде бы оно потихоньку сокращается, но так потихоньку, что следующих 30 лет может не хватить. Есть ли будущее в плане инноваций? Думаю, что... наверное, скажу то, что не должен говорить, но как будто бы не вижу я такого яркого будущего, если все будет так происходить, как сейчас происходит. Для того, чтобы было яркое будущее в области инноваций, нужно соединить капитал с инноваторами.
Нужно сделать так, чтобы инноваторы, те, которые делают инновации, они получили доступ к финансам. Финансам, которые можно тратить, не оглядываясь на контролеров, не оглядываясь на кредиторов. Сейчас пока в России это какие-то смешные просто, смешные деньги, которые выделяются на инновации. Посмотрите, какие... мы писали как-то в телеграм-канале статистику, какие суммы в 2024 году были проинвестированы в Америке, в Калифорнии, по-моему, только, в стартапы, работающие с искусственным интеллектом. Это какие-то 300 или 600 миллиардов долларов. А сколько у нас? По-моему, в 1000 раз меньше. При этом военный бюджет, например, у нас сопоставим с Америкой. Не одинаковый, но это не на 2 порядка. Или, допустим, не военный, а расходы на инфраструктуру, расходы на медицину, расходы на транспорт. Например, наш общественный транспорт, он значительно лучше, чем в Америке. Значительно. То есть, значит, мы тратим денег туда не жалея. Посмотрите, как выглядят в центральных городах. Я не знаю, как в деревнях, там я не так часто бываю, но в центральных городах, как выглядят автобусы, трамваи, троллейбусы, дороги. Это же значительно лучше, чем в Америке. А почему тогда стартапам не дают доступ к этим деньгам? К любым деньгам. Пускай государственным, пускай это будут не частные инвестиционные фонды, если мы строим такую более государственно ориентированную социальную модель. Пускай это будут фонды государственные, куда я могу как стартапер прийти, подать заявку и получить 30 миллионов долларов, 300 миллионов долларов. А у нас я могу получить 1 миллион рублей, 30 миллионов рублей. Но на эти деньги нельзя сделать инновацию. На эти деньги можно выжить только. Или сделать вид, что вы делаете инновацию. Написать отчеты, которые будут выглядеть как инновация. Это можно сделать. Но так, чтобы действительно рискнуть и развернуться, и попробовать, и сделать условно чат GPT, конечно, мы этого сделать не можем. Финансы. Просто не хватает капиталов, не хватает ресурсов. Это не потому, что мы глупее, не потому, что мы не такие умные, как Илья Цуцкевер. Мы такие же, мы одной национальности. Но он имеет доступ к миллиардам долларов, причем быстрый доступ, не требующий многолетнего аппрува и многолетних проверок, а просто так ему выделяют. Мы можем, конечно, спекулировать на тему, кто это выделяет, как выделяет, какие там на самом деле стоят люди за этими капиталами, действительно ли они выделяются этим компаниям. Но цифры-то мы видим, это же движение денег, оно происходит. У нас пока как-то это все не так. Дальше. Сталкивались ли вы в своей карьере с кросс-доменными проектами, которые задействуют десятки команд разработки и сотни разработчиков? Есть ли у вас совет, как такие проекты делать более эффективно? Я не могу сказать, что я прямо руководил такими проектами кросс-доменными, и десятки команд. Десятки команд – это история такая, сотни разработчиков. Я думаю, что если бы я давал совет, если бы я попал в такую команду, где 10 команд работают, и мне нужно как-то организовать эту работу, я бы попытался все-таки опираться на децентрализацию. Я бы старался сделать это не единым проектом, не единой монолитной системой, а наоборот, разогнал бы эти команды по углам и каждой команде дал бы более-менее свободу действий. Сказал бы, вот ваш модуль – это условно хранение данных. Дайте нам хранилище данных. Кому нам? Вам даже знать не нужно. Считайте, что вы даете это в публичный доступ каким-то клиентам. Я бы с ними работал бы в формате заказчик-исполнитель. И старался бы сделать так, чтобы они не знали остальных участников команды. То есть я бы разобщал бы эти группы, я бы их разгонял по разным сторонам экопространства, где мы находимся. Я бы точно не делал коллективные митинги, я бы точно не делал синхронизацию общую, я бы точно их не знакомил между собой, не проводил бы тимбилдинги общие, потому что это все приводит к размытию ответственности. Это все быстро приводит к ощущению, что нас так много, что здесь никому ничего не нужно, что никто ни за что не отвечает. Потому что вы не можете провести митинг, в котором 10 человек участвуют, и оставить у этих людей ощущение, что мы контролируем ситуацию, что нам все это нужно. Потому что на митинге будут присутствовать люди совершенно разных
политических взглядов, я так шучу. Совершенно разных представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо. И каждый будет что-то говорить. А айтишники — это люди, которые говорить плохо умеют, а если говорят, то говорят в основном то, что не всегда можно воспринимать как то, на что можно опираться. То есть это люди такие, во многом неуправляемые. А тут их 10 в одной комнате. Это и для того, чтобы их построить, условно говоря, для того, чтобы их организовать и заставить идти в одном направлении, нужно будет применять силу. А айтишник не любит, когда к нему силу применяют. Он начнет увольняться, он начнет саботировать, он начнет плакать, у него начнется депрессия. Это не военная организация. Если бы мне нужно было организовать строительство, допустим, военных сооружений 10 командами, то да, нужно собирать 10 этих начальников, 10 лейтенантов, которые стоят во главе каждой команды, в одну комнату, давать им четкие распоряжения, они будут молча стоять и слушать, каждый из них под присягой, каждый из них знает, что невыполнение моей команды немедленно приводит к трибуналу, они возвращаются в свои команды и выполняют задачи. Все прекрасно, все под контролем. Но программисты — это же не те люди. Ну, дал ты ему команду, он ушел и не сделал. Ты его спрашиваешь, почему не сделал, а он не сделал. Вот не сделал. У него другое мнение было в этот момент. Ты его ни уволить не можешь, ни наказать не можешь, ни пожурить даже не можешь. Он же обидится. Это же тебе не лейтенант под присягой. Поэтому их надо разобщать, разгонять. И уже когда он отдельно в своем там углу сидит и программирует со своей командой, к нему можно прийти и сказать: вот требования к твоим задачам, твоим продуктам такие, их выполняй. То есть работать с ними индивидуально, с каждым, но не соединять, не искать эту синергию. Ее не будет, она только вредит в айтишных командах. В айтишных командах хорошо работает индивидуальная ответственность и четкая формулировка требований под каждый блок. Вот твой блок, его делай, сделай так, как нужно. Вот спецификация, вот API. Под этот API все должно работать. Вот тебе интеграционные тесты. Когда они пройдут, твоя работа закончена. И он будет погружен в свою задачу, он будет доволен, он, она, они, там их может быть много. В итоге они закончат, ты соберешь оттуда этот модуль, сделай еще одну группу по интеграции, которая будет собирать эти модули вместе, их интегрировать, выдавать новые требования, но ни в коем случае не в формате коллективных обсуждений. Дальше. Если программист уже имеет какой-то опыт писать рабочее содержание, естественно, так, это не вопрос. Стоит ли начинать учиться программированию в 2025 году, если ты боишься, что можешь попасть под сокращение из-за искусственного интеллекта? Мне 23 года. Да, стоит начинать учиться, вы никуда не попадете, программирование никуда не исчезнет. Оно поменяет свои формы, оно будет более мощным, с более мощными инструментами, которые будут доступны программистам. Но как программист, как профессия, я думаю, еще лет 10 точно ничего такого фундаментального не произойдет. Потом, может быть, мы будем иметь другой вид этой профессии. Мы как-то будем по-другому кодить. Как именно, сейчас этот вопрос решается. Дальше. Как оплачиваете Клод-код из России? Как? Карточками американскими. Дальше. Так. Какая база знаний сейчас для middle Java разработчика и на что следует обратить внимание? Что будет актуально в будущем? Я думаю, что языки типа Java, C++, Python даже, JavaScript, эти все языки в итоге отойдут на какой-то второй план. Над ними появится следующий слой языков, которые будут более высокого уровня и на которых будет LLM-кам удобнее программировать. Пока этих языков, может быть, и нет, или я про них не знаю, но их имеет смысл создавать и изучать, которые будут по-другому как-то программировать те задачи, которые нам нужны. Так что у Java я не думаю, что какое-то большое будущее. И я не думаю, что ее прямо нужно так глубоко изучать и становиться глубоким Java-разработчиком. Глубоким разработчиком на каком-то фреймворке Java, наверное, да. Но просто углубляться в Java
Это как будто такой уровень типа ассемблера уже становится. И какой смысл знать ассемблер, если вы не собираетесь быть действительно каким-то глубоким оптимизатором сишного кода? Таких людей крайне небольшое количество на рынке. Вам не стоит увлекаться этим направлением. Лучше ищите какую-то нишу в области продуктов, в области фреймворков, в области концепций. Там программирование для таких-то задач или программирование в таких-то форматах или для такого-то устройства или на таком-то фреймворке. Это куда более интересно. Что для вас важнее, программирование или личная жизнь и почему? Меня учили, что первым делом самолеты, а девушки потом. Вот как-то так для меня и осталось. Личная жизнь, семья, личная жизнь, друзья, общение – это все, я вам скажу, может быть, вещь кому-то обидная, но это и кошка умеет делать. Тут большого ума не надо. Для того, чтобы спариваться и рожать детей, как будто бы эта активность, она несложная. Она такая нам дана от природы. И гордиться тем, что у кого-то, кто-то гордится тем, что у него получилось спариться определенное количество раз, и от этого произошло определенное количество детей, и он смог этих детей вырастить, как будто бы это базовая функция. Тут не предмет это для гордости. Это все равно как гордиться тем, что помыл руки, сходил в туалет, позавтракал. Молодец, здорово. Но, может быть, давай еще чего-нибудь напрограммируешь? Нет, для меня важно руки помыть, и для меня важно в туалет сходить. Это первично. Хорошо, но как будто это выглядит как это очень упрощенный взгляд на жизненные задачи у человека. Все-таки ты поставь себе задачи посложнее, которые не так просто решить, а потом по дороге еще и руки помоешь. Да, это тоже молодец. Дальше. Был ли у вас опыт раскрутки проекта и проверки спроса? С чего можно начать продвижение? Опыт, конечно, был самый разный. И в основном это все опыт провалов. Вы должны это понимать. Проверка спроса. Любой стартапер вам скажет, что никакой гарантии никто не даст. И более того, все дадут гарантию провала. Для того, чтобы у вас был успех, вы должны сделать 15 провальных проектов. И потом на каком-то 16-м выстрелит. Это здесь случай решает почти все. Некая удача. Должно получиться, должны звезды сойтись. Можно делать одно и то же. Вы посадите рядом две команды и дайте им одинаковые задачи. У одной получится, у другой нет. Они будут делать совершенно одинаковые вещи. Но у этой почему-то сработает. Вот почему-то к ним пошли клиенты. От чего это, неизвестно. И все эти книги по бизнесу, по маркетингу, они, конечно, помогают. Конечно, стоит их читать. Конечно, стоит делать маркетинг, как учат эксперты и гуру. Безусловно. Но не нужно думать, что, следуя инструкциям, вы получите успех. Это казино. Любой бизнес – это казино во многом. Вы, входя в стартапы, входя в делание бизнеса, вы приходите в казино и ставите на цифру, и ставите на цвет, ставите на дюжину. И ждете. Примерно одинаково. Конечно, вы должны понимать, что вы проиграете в большинстве случаев. Дальше. Так, у нас уже время подошло к концу. Давайте вернемся к нашему философскому вопросу. Тут вот Дмитрий говорит, что он мечтает, чтобы книга вышла на русском. Вы знаете, кто читал мой телеграм-канал, видел, что я сделал попытку опубликовать книгу на русском. Она провалилась, эта попытка, так и не стартовав. В итоге решение принято, что книги на русском не будет. Будем продолжать печатать на английском. Просто сделаем немножко более доступный этот процесс покупки, потому что сейчас он такой не очень удобный. Америка для нас закрыта. В Америке можно купить, но здесь нельзя. Я попытаюсь сделать что-то такое, что упростит процесс покупки локально, но печатать ее на русском по ряду причин решили не делать этого. Во-первых, потому что не хочется переводить с английского на русский, потому что это сильно повредит тексту, и не очень понятно, зачем программисту читать о юнит-тестах на русском языке. Это как будто бы мы вместо того, чтобы программиста поднимаем вверх,
к развитию, образованию, а как будто бы опускаемся на уровень программиста. Он не понимает английские термины, и мы для него рассказываем. Это как взять врача, который не понимает латынь, и писать ему рецепты, разрешить ему писать на русском. Ну, это как будто бы такой врач не очень качественный получается. Лучше наоборот тянуть врачей вверх. Это первая причина. А вторая, что любой издатель требует издавать книги в электронном виде, в том числе, не только бумажные, но и электронные. Им невыгодно издавать только бумажные. А мне невыгодно через них продавать электронные, потому что они забирают себе условно 80% цены. То есть я им отдам свою электронную книгу, они начнут ее на сайте продавать. В основном у них будут продажи электронные, но мне от этого будет 20%. Так я могу тогда просто сам у себя на блоге разместить продажу электронных книг за 100%. Зачем тогда издатель? Вот эти два фактора, они конфликтуют с моими целями, и получается, что не получается. Так, ну, давайте, тут пишут спасибо за стрим. И последний, наш вопрос, с которого мы начали, да, Крис задавал вопрос. Вопрос звучал так. Зачем... Вы меня слышите, видите? Что YouTube, он подвисает иногда. Раз. Слышно меня? Да, и у нас, кстати, есть же еще ВК, на котором мы тоже вроде бы разговариваем. Дайте я проверю, там могут быть вопросы. Да, тут мне написали много вопросов. Ну, давайте кратко. Здесь вопрос, что я думаю о умном доме, термостаты, датчики, какие у него перспективы. Я думаю, что это какая-то утопия, и я бы, если бы строил прям себе дом, то я бы всю эту электронику сократил до минимума. Мне больше нравятся такие простые решения. Одна кнопка, нажал, свет включился. Ну, может быть, там Алиса могла бы музыку играть. Алиса молчит. Так, дальше тут спрашивают, как совместить чистую архитектуру Роберта Мартина и концепции Elegant Objects. Они близко стоят друг с другом. Elegant Objects во многом наследует идеи Clean Code, только делает их более экстремальными, более радикальными. Запрещает больше, чем Clean Code запрещает. Дальше мне пишут, что на работе постоянно коллеги ищут виноватых и культивируют это. Если увидел свою ошибку, быстро поправь и разводи руками. Само починилось. Нормально ли это в крупных компаниях? Искать виноватых. Ну, в крупных компаниях это главная задача — искать виноватых. Это главный инструмент по получению власти. Вы должны находить виноватого. Главный скилл, который вы должны иметь для карьерного роста в большой компании, это умение объяснить, опираясь на корпоративные форматы, на корпоративные правила. Вы должны объяснять не на языке clean code, не на языке логики, такой common sense, здравого смысла, а вы должны уметь опираться на корпоративные документы. Вы должны быть как юристом таким своего рода. Вы должны знать, где кто что нарушил. Какой был когда документ, который нарушать нельзя было. А вот этот человек его нарушил. И это ваше оружие, это ваш инструмент по поднятию вверх в карьерной лестнице. Никто не будет смотреть на ваш код, красиво ли или вы там некрасиво его написали. Вы должны знать, что можно, что нельзя. Для этого постоянно необходимо изучать, быть на встречах, слушать, что начальство говорит, записывать, не пропускать мимо ушей, чтобы можно было сказать: вот на такой-то встрече директор наш сказал, что нам необходимо обратить внимание на новые языки программирования. А вот Сережа здесь сидит, он на Java пишет уже который год. Сережа не слушает указаний директора. А я слушаю, я в это время изучаю новый язык Go. Все, вот ваш аргумент, почему вы должны стать на место Сережи или над Сережей. Все. То, что Сережа при этом написал 1000 строк кода в день, а вы написали 2 строки в месяц, а не было такого указания от
Ивана Петровича. Иван Петрович сказал, нужно новые языки изучать. Все, вы выполнили. А если бы вы пропустили эту мысль на митинге, на встрече, Сережа ее пропустил, он в это время программировал, сидел, деплоил решение, сервер поднимал. А кому это нужно? Вы в это время сидели с Иваном Ивановичем на митинге, слушали внимательно, записывали все, у вас против Сережи неубиваемый аргумент. Вот вы чем должны заниматься. Слушать внимательно, что, куда, где какие рамки поставлены, где какие ориентиры начальством предложены. И опираясь на них, движемся вверх. Это отвратительно. Я этим не люблю заниматься, но я вам просто объясняю, как это работает, чтобы не было для вас сюрприза, что Сереже платят больше, чем, вернее, вам платят, точнее, Сереже платят больше, чем вам. Ну, потому что он, в данном случае не Сережа, а какому-нибудь там Саше. Почему ему платят больше? Ну, потому что Саша точно знает и лучше помнит, что сказал Иван Иванович. А вы в это время сидите, юнит-тесты пишете. Так, дальше. Тут спрашивают, как вы думаете, ваш IQ средний или выше среднего? Я думаю, что у меня не очень высокий IQ, если IQ. Я пытался решать IQ-шные задачи, и, во-первых, мне скучно становится, а во-вторых, я не могу сказать, что у меня такой склад ума, который умеет решать задачи вот для тестов для IQ. Находить там взаимосвязи между цифрами, мне как будто это не очень интересно. Так что я не думаю, что у меня какой-то там талант есть или склонность к такой деятельности. Так, у меня на работе еще пару вопросов на ВК, я их пропустил, к сожалению. У меня на работе есть сотрудник, хороший человек, вроде понимает, где хороший код, а где плохой, спрашивает Максим. Но при работе использует неинформативные названия коммитов, плохо названные pull-реквесты. Как на такого повлиять? У нас на работе обязательно знание английского, но он пишет английскими буквами на корявом языке. Гнать его? Ну, вот это то, о чем мы говорили в начале сегодня, что форма важнее содержания. Если человек не может оформить свой код, если он не может красиво сделать pull-request и назвать его осознанно, осмысленно, то у него такое же будет и решение техническое. Я не верю в то, что человек может быть неряшливым, может быть безалаберным, может быть неорганизованным и при этом хорошим программистом. Таким, который пишет то, что нам подойдет, таким, который может встроиться в общий поток программирования, который у нас в команде. И я много раз видел, как вот у нас был прям кейс реальный на работе. Был проект, который нужно было сделать. Его делал один программист. Это было пару лет назад. Он хороший программист. Он хорошо разбирался в тех технологиях и в том языке программирования, на котором проект был написан. Но он сделал проект, который плохой. Он сделал проект, в котором все намусорено, в котором трудно разобраться, в котором все кое-как, в котором что-то работает, что-то нет. И в итоге, когда мы стали в этот проект пытаться добавлять изменения, то этот же сам программист и поплыл. Он сначала их вносил туда, а потом ему стало это делать все сложнее и сложнее. В итоге он слился. В итоге он просто не смог внести очередное изменение. Это стоило ему слишком дорого. И он сказал, у меня свои дела. Перестало ему быть это понятно, интересно. Он потерял мотивацию. Хороший программист, неаккуратный, небрежный, не понимающий, что такое элегантное программирование. Он сделал плохой проект. И был дальше другой программист, который взял эту же задачу через пару лет. Но этот программист был в первую очередь дисциплинированный, аккуратный и понимающий, что красота сначала должна быть у кода, а потом уже он должен работать. И он сделал такой же проект, но он совершенно по-другому выглядит, и мы вносим в него изменения без всяких проблем, он работает, мы сделали туда значительно больше уже изменений, он меньше по размеру, у него меньше строк кода, он выполняет те же функции, и мы все получаем удовольствие от развития этого проекта дальше. А программист этот второй, он хуже разбирается в этом языке программирования и в этих технологиях. То есть его технический уровень, если поставить их рядом, он будет значительно ниже. Он на половину вопросов не ответит, касающихся технологий, с которой он работает. Он многие вопросы задает чату GPT и спрашивает, как правильно сделать. Чат GPT ему подсказывает, потом он берет оттуда из этого чат GPT блоки, красиво их оформляет, понимает, что нужно, как это должно выглядеть, как это должно выглядеть так, чтобы это было понятно, и вставляет в свой исходный код. И в итоге получается шикарный, красивый проект.
Так, тут Максим спрашивает, когда мне повышали зарплату последний раз? Год назад повышали. Так, дальше спрашивают, какого уровня делают презентации в Huawei? У нас в конторе, можно сказать, корпоративный стиль такой. Использовать несколько видов шрифтов и не выравнивать элементы вообще никак. Как это у тебя? Это общая беда индустрии, общая проблема. Мы не умеем делать презентации. Действительно, да, мы делаем их плохо, массово люди делают их плохо. Виноват в этом PowerPoint. PowerPoint дает огромное количество возможностей. Разные шрифты, разные цвета, разные толщина линий и все остальное. Я когда учился в университете, у нас был предмет черчения. И на этом предмете, даже это было не черчение, было у меня еще в школе, в 10-11 классе. И на этом предмете нас учили, что у линии есть толщина. И эта толщина может использоваться в определенных местах. Нельзя рисовать линию здесь толстую, здесь тонкую, просто потому что вам нравится. В определенных местах должна быть линия такой толщины, а в определенных другой. Есть стандарты этого всего, есть ГОСТы. Но потом это все ушло. Посчитали, что нам не нужна стандартизация. У нас фантазия, мы все очень креативные, мы все очень широкой души, каждый из нас. Дайте свободу самовыражения. И PowerPoint, пожалуйста, нам помог эту свободу обрести. В итоге мы имеем действительно тотальный месс. У нас мои коллеги рисуют точно так же. И это большая боль и трагедия. И больше всего меня раздражает, когда я рисую по-своему, потому что я не так рисую, стараюсь. Во-первых, я не использую PowerPoint. У меня все презентации, я их делаю практически все в латехе. И в латехе получается все единообразно. Каждая линия будет одинаковой длины, все шрифты будут одинаковые. И выровнено все будет одинаково, потому что там нет мышки, и нельзя ошибиться с позиционированием. Все рендерится через командную строку. Но когда я им показываю эти презентации, то они говорят, а можно в PowerPoint переделать? Ты плохо сделал, они говорят. То есть люди привыкли к презентациям, в которых вот этот весь шум информационный на каждой странице, без всяких выравниваний, без всякого форматирования. И когда им даешь другую презентацию, то их это коробит, как меня коробит их формат. И с этим я борюсь не первый год, но уже смирился, просто люди уже смирились с тем, что от меня не добьешься другой презентации. И если надо, чтобы я нарисовал, то я нарисую по-своему. Ну, они иногда пытаются со мной ссориться, но те, кто давно уже знают меня, они просто закрывают на это глаза и принимают то, что я нарисовал. Так, ну все, последний наш вопрос, и мы расходимся, дорогие товарищи. Вопрос был такой, для чего мужчине женщина, о чем с ней говорить? Вот так поставлен вопрос. И что я вообще думаю про брак, и возможен ли брак длиной в жизнь? Начну с конца. Я думаю, что как настоящий сексист, что женщины и мужчины это разные биологические виды, это разного рода существа, разного типа существа. И разное мышление у них, разная психология, разная физиология, разная биология, ну все разное. Мы отличаемся друг от друга больше, чем, где-то я читал такое мнение, что разница между мужчиной и женщиной больше, чем между мужчиной и этим там самцом орангутана, допустим. То есть мужчина-мужчина, сам обезьяна-мужчина и человек-мужчина, мы больше похожи по нашему поведению, по нашему, по биологии, по всему, что с нами происходит, чем мужчина и женщина одного вида человека. Я в этом убежден, я уверен. И если мы отрицаем это, если мы пытаемся представить, что это не так, и сказать, что нет, это совершенно абсолютно или почти похожие существа, то мы наносим вред себе, обществу, и женщинам, и мужчинам. Мы как будто бы идем против природы. Мы нарушаем базовые законы, базовые принципы, которые не нами придуманы. Это такое вводное. Чтобы вы понимали, почему я сексист. Это называется сексизм сейчас. То, что я вам рассказал, это сексизм, потому что я не разделяю людей на две категории, женщины и мужчины. А это сексизм. Те, кто не разделяет и говорит, что есть просто люди. А уж какого кто пола, это не важно. Это не сексисты, это либеральная идеология, она тоже имеет место быть.
А дальше, исходя из этого, того, что я сказал, я думаю, что браки, как они выдуманы, я думаю, что церковью, и я думаю, что христианской, они тоже во многом противоречат базовым природным принципам. Как будто бы не созданы мы так, чтобы проводить всю жизнь, тем более, или очень длительное время, находясь рядом мужчина с женщиной одного пола, мужчина, женщина противоположного пола, и так в течение 20, 30, 40 лет. Как будто бы этот формат, мне кажется, искусственным. И пытаться его назвать нормой, а потом все остальное назвать не нормой, вот мне кажется, что это какой-то что-то рядом с заговором, который существует для того, чтобы, может быть, достичь каких-то целей социально-общественных. Допустим, снизить или повысить управляемость общества, или снизить, допустим, уровень преступности, или повысить зависимость людей от власти. Тогда да, с этим я соглашусь. Но если мы говорим о нас, которые находятся внизу социальной иерархии, об обычных людях, то для каждого из нас вот это постулирование этого формата как нормы, оно, мне кажется, вредит. Посмотрите на книги, фильмы, истории о жизни людей. В каких фильмах, в каких книгах вы видели счастливый, долгий брак длиною в 40 лет? Всегда это какая-то другая, всегда это какие-то другие форматы, всегда у них какие-то расставания, разрывы, разводы, и все это повсюду. Все общество наполнено этим, и не только наше, и американское, и европейское, и какое угодно, и китайское в том числе. Этот формат не искусственный, он такой синтетический. Он не пришел к нам из природы, он не пришел к нам свыше. Мы его выдумали, его выдумала цивилизация. Причем, мне кажется, цивилизация последних лет. Последних столетий. Как будто бы, я так не историк, я не уверен в этом, но где-то далеко в славянских обществах до прихода христианства как будто бы жили люди как-то иначе. Коммунами, группами большими, где дети были общие, а не привязанные к одной лишь семье, и вынуждены быть в этой одной семье, и вынуждены быть обеспечены только этой семьей. А наоборот, дети принадлежат общему коллективу, всему. И все о них беспокоятся, все заботятся о детях. И ребенок не страдает от того, что у него, например, бах, и нет отца по какой-то причине. И он, получается, в неполноценной семье. Он всегда в полноценной, потому что вся коммуна, все общество – это его семья. И последнее, зачем женщина мужчине? Так же, как можно спросить, зачем мужчина женщине. Мы, помогаем и дополняем друг друга. Оригинальное предназначение понятно зачем. Мы должны создавать новых людей. И для этого нам нужно встречаться и любить друг друга. И вот для любви, наверное, и нужна женщина мужчине. Без любви, наверное, жизнь, она скучнее будет и не такая яркая. И если вам повезло найти женщину, которую вы полюбили, то это здорово, вы тогда получаете удовольствие от жизни куда больше, чем если у вас нет такой возможности любить женщину. Вы можете любить родину, любить профессию, любить, может быть, родителей своих, но любить женщину – это максимально, наверное, наиболее такое пиковое чувство, которое нам дано как живым существам. Почему оно пиковое? Потому что оно основывается на фундаментальном нашем позыве иметь продолжение рода, размножаться. И, конечно, нас природа толкает на максимальные эмоции, когда мы видим, что у нас получится размножиться, что мы сможем продолжиться. И в этом случае возникает яркая эмоция. Для любви нужна женщина. О чем с ней говорить? О любви. С женщиной о любви говорить. И это здорово, когда у вас есть возможность любить женщину. Не превращать ее в бытовой прибор.
в функцию, в помощника по хозяйству. А когда ваша женщина остается как можно дольше объектом обожания вашего, объектом любви, объектом вашего душевного удовольствия, с которой вы получаете максимум кайфа от жизни. И когда это пропадает, это чувство, меняем женщину, находим новую. У вас, как говорил Маркес, для одной любви жизни слишком много. В жизнь можно уместить много эмоций, много любви. Любви одной, потом прошло время, вы полюбили другую, прошло время, вы полюбили третью. А растягивать это на 50 лет, когда совершенно естественно любовь проходит, это чисто биологически, потому что вы не можете 40 лет подряд размножаться с одной и той же женщиной. Это природа вас не поддержит в этом желании. А если вы любите одну, любите, отдавайтесь целиком этому чувству, полностью. Это самые яркие эмоции, которые в жизни можно испытать в эмоциональном спектре. Потом вы разлюбите ее, и к этому нужно быть готовым, что женщину вы в итоге разлюбите, и она разлюбит вас, так или иначе. И это не трагедия, это естественный ход вещей в природе. Так я это понимаю. Я не антрополог, не биолог, но чисто, так сказать, жизненный опыт, и мне это подсказывает. Пока у вас есть эта эмоциональная связь, пока у вас есть влюбленность, будьте с этой женщиной, радуйтесь этому. Как только она прошла, прекрасно, пожмите друг другу руки и двигайтесь дальше, ищите новые такие ощущения. Вот для этого нужна женщина, так я думаю. Надеюсь, никого не обидел своим спичем, ни женщин, ни мужчин. Всех вас благодарю за то, что вы пришли. И увидимся через неделю, в пятницу, в 6 часов по московскому времени. Пока-пока.